Сегодня в программе. Дети, кстати, помогают матери очень да здорово. Вы за детьми даже понимаете? не смотрите. Но ты видел это? Ты хоть раз пришел, посмотрел? Тяжелая болезнь родного человека – всегда проверка на прочность для близких. Муж струсил и сбежал, а маленькие дети остались один на один с маминой болезнью. Я ребенка успокаивала первый год, говорила: сынок, потерпи. Но когда его начали называть сыном кухарки, какая мать это потерпит? Откуда вы взяли такие слова? Это какой-то бред. Ваша честь, я не имею такой информации. Элитная школа – это математический уклон, вузовские преподаватели и научные работы? Или место, где родители меряются толщиной кошелька? Разберемся в суде. Это то, что должен иметь любой нормальный стриптизер в своем арсенале, понимаете? И вот это вот стоит 3000 рублей, вот это вот стоит 8000 рублей. После развода женщина стала получать треть зарплаты мужа в качестве алиментов на 2 детей. Недавно она узнала, что бывший супруг танцует стриптиз и имеет большой дополнительный доход, который от нее скрывает. Истец требует изменения места жительства детей и освобождения от алиментов. Ответчик с иском не согласна. Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю. Да, Ваша честь. Прошу вас изменить место жительства моих детей, Пироговой Татьяны, 2006 Простите, года. пожалуйста, а в момент расторжения брака у вас был спор с супругой? Да, у нас был спор, и дети по решению были, суда, место да. жительства детей было определено совместно с мамой. Да. И поэтому на данный момент прошу вас изменить место жительства моих детей с места жительства мамы на мое место жительства. А также прошу освободить меня от уплаты алиментов в размере 21 450 рублей. Органы опеки дали заключение о том, что мои жилищные условия соответствуют проживанию детей и гораздо лучше, чем те условия, в которых сейчас находятся дети. Так вы считаете, в чем ваша бывшая супруга не справляется в воспитании детей? Просто, Ваша честь, она заболела, у нее был инсульт. На данный момент она находится в лежачем положении. Ваша честь, это неправда. Ответчик, подождите. Можно я пока суду говорю? Она лежачая, ходит под себя, дети находятся в постоянном стрессе. Ваша честь, врет же не краснее. Да помолчите, дайте мне позицию суду высказать. Что вы меня перебиваете-то все, а? Ваша честь. И дети находятся в постоянном стрессе. Просто когда жена заболела, да, инсульт у нее был, а Семочка, маленький мой, он заикаться начал. То есть я ходил к врачам, к психотерапевтам, к неврологам. И все они в один голос говорят, что детей надо срочно забирать из этой стрессовой обстановки. И ему мне будет гораздо лучше. А вот как вы принимали участие в воспитании детей? В чем это конкретно выражалось? Вы знаете, я пытался принимать участие в их жизни. Приходил и с подарками. Но Тамара Николаевна, моя бывшая теща, она меня даже на порог не пускает. Когда я звоню, она либо телефон не поднимает, либо трубки бросает. То есть общаться с детьми мне не дает. А детям сколько сейчас лет? 12 и 7. Старшей дочке 12, да, а сынишке 7. Ну, дочь придется опрашивать, вы понимаете, да? Да, я понимаю. Я думаю, суд что она скажет, обязан ознакомиться что она готова, с мнением проживать. ребенка старше 10 лет. Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, я сейчас представляю здесь интересы своей дочери. Но хочу сказать, что вот все, что он вот здесь вот говорил, это полная ложь. Потому что вот он вспоминает, я приходил с детьми туда гулял, я приходил с детьми сюда гулял. Это он делал, когда еще жил с семьей, до того, как моя дочь слегла. А как только она слегла, он сразу развелся. Да я испугался. Правильно, испугался. Да, но за это не сажают. Но я же пришел, а вы мне что сказали? Уходи, чтобы на пороге тебя не было. А истец, ответчик, скажите, пожалуйста, сейчас в каком состоянии ваша дочь?
идет очень хороший процесс восстановления. Она уже ходит с ходунками, понимаете? Она уже пишет, у нее координация. И он врет все, что она там под себя ходит, что там в квартире Да что воняет. я говорю, Не вы было лучше такого дочерью никогда. занимайтесь, а Понимаете? детям лучше Если со бы он мной хотя бы будет. присутствовал, хоть бы раз приехал и посмотрел. Не было такого. Ни разу не приехал, не позвонил, А вы детьми меня не интересовался. пускаете, как я Семочка, посмотрю да, вам? Семочка сначала он заикался, потому что впечатление, на него большое произведение, провело впечатление, вот это вот, то, что мама вот так вот заболела тяжело. Но сейчас он хорошо говорит, а он отлично учится. И Танюшка тоже замечательно. Дети, кстати, помогают матери очень Да вы здорово. за детьми даже Понимаете? не смотрите. Но ты видел это? Ты хоть раз пришел, посмотрел? Ответчик. А скажите, пожалуйста, вот вы считаете, вот эти исковые требования, они истцом зачем заявлены? Вы знаете, я считаю, что здесь дело только в деньгах. Вы понимаете, в чем Правильно, дело? Ему только вам стало от меня жалко. нужны деньги. Нам нужны Да, не только вам деньги. нужны деньги. Да, нам нужны деньги, потому что, вы знаете, с его алиментами, которые мы с него стребовали, понимаете? Мы стребовали, опять-таки, через суд Стребовали с него вы, как деньги же? на содержание 2 детей. А я вам предлагал, что до я буду так помогать, без до этого алиментов. он их не платил, понимаете? И я говорю, мало того, что он не приходил, он даже не звонил, он не интересовался, как дети живут, если у них Ваша честь, кусок всё хлеба врет. какого-нибудь, понимаете? Так вот, с его алиментами у нас сейчас достаточно денег. У нас 47 тысяч получается, на 4 мы вполне сейчас Ваша справляемся, честь, я понимаете? 1,65 зарабатываю. Правильно. Он А у нее зарабатывает- 47 с моими он алиментами. зарабатывает 65. Но вы спросите его, вообще-то, Да вы спросите, на что она откуда тратит. он их берет? Потому что он вахтовик, его по полгода дома нет. С кем будут детьми? Вот вы говорите, он говорит, отдайте мне детей. С кем детьми будут? С кем? Скажите мне, пожалуйста. С моей мамой. Она С его сейчас вышла мамой. на пенсию, да, она будет помогать. Простите, мне простите, Она будет пожалуйста, у помогать. нас место жительства детей с родителями, а не с бабушками суд А определяет. я прописан. Вот понимаете, в в При чем чем дело? вот это? Я не об Ваша этом честь. говорю. Вот Я говорю о том, тут- кто фактически должен осуществлять воспитание. Бабушка, что ли? Или вы все-таки просите, чтобы дети были с вами? Ваша честь, я прошу, чтобы дети были со мной, но просто я работаю, да, вахтой. Но не по Ну вот полгода, вахты, как она поэтому говорит. об этом и Я работаю говорят. неделю через неделю. Ой, не Ваша надо, честь. не надо. Так, Он ответчик. геолог, понимаете, он на неделю уезжает, вы так считаете. Вы понимаете, что ваша честь? Значит, здесь все дело Да в кто деньгах. вас за язык-то Только- тянет? Истец. Все дело только в деньгах, вот я так считаю. Мало того, что ему хочется вот эти Я алименты не я платить, вас они еще хотят, понимаете, что опеку над детьми на маму Всё оформить, на правильно. его маму оформить. Если бы чтобы вы все думали дети о были. детях, вы бы от них дети не хотят отказались. к нему А у меня совершенно мама бы ходить. оформила, и Дети детям не хотят денежка к нему была ходить. бы. И они сказали, что А они детям не будут образование жить этим отцом, надо. потому что они считают его предателем. Он бросил нас. Ну что вы их такое бросил говорите? в самую Мои дети тяжелую меня минуту. любят, они души во Быстро мне не свети чают. свои манатки. Им гораздо лучше со мной будет, чем смотреть на полуумирающую. Истец. Так, пригласите, пожалуйста, несовершеннолетнего. Вот увидите, она скажет, Несовершеннолетнего что со мной хочет водителя. проживать. Да не хотят они с тобой жить. Да Что хотят, ты? они Ой, во мне души перестань, не чают. перестань. Прошу вас, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Пирогова Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, мне необходима ваша точка зрения в данной ситуации. Скажите, пожалуйста, вы согласны переехать жить к папе на постоянное место жительства или вы возражаете против этого? Я против. Я не хочу к нему переезжать. Он нас не любит, он не интересуется тем, как мы. Он нам никак не помогает. Да он приходил последний раз где-то год назад. Ну, а вот мама как заботится о вашем воспитании? Пока что ей все-таки еще трудно, но она большая молодец. Она сильная, и с нашей поддержкой она справится. Ей нужно просто время. Нужно просто время. А скажите, пожалуйста, а вторая бабушка? Ну, она тоже не очень часто к нам приходит. Так, суд удаляется для принятия решения. Что, научила Прошу всех ребенка? встать. Научила, да? Что ты ребенка заставляешь говорить такие вещи? Слушай, да заткнись ты хоть сейчас. Далее в программе. Я ребенка успокаивала первый год, говорила, сынок, потерпи. Но когда его начали называть сыном кухарки, какая мать это потерпит? Откуда вы взяли такие слова? Это какой-то бред. Ваша честь, я не имею такой информации. Кто посмел сказать первокласснику, что сыну кухарки не место в элитной школе? Почему учитель и директор не защитили малыша от гнусной травли? Это то, что должен иметь любой нормальный стриптизер в своем арсенале, понимаете? И вот это вот стоит 3000 рублей. Вот это вот стоит 8000 рублей. Бывшая жена начинающего стриптизера требует значительно увеличить сумму алиментов. Удастся ли женщине доказать, что приватные танцы сделали отца ее детей миллионером?
Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнюю, решение, которое может затронуть ее права и интересы, ознакомившись с заключением органов опеки и попечительства, в иске об изменении места жительства несовершеннолетних детей с места жительства матери на место жительства отца и освобождение отца от уплаты алиментов, суд отказывает. Суд не удовлетворяет иск, заявленный отцом детей, об изменении места жительства детей на его место жительства, поскольку у детей крайне негативное отношение к отцу после оставления им семьи в трудный период, когда мать тяжело заболела. Суд учел мнение несовершеннолетних, которые категорически отказываются проживать с отцом и желают остаться проживать с матерью, которая нуждается в ее помощи и которой они очень привязаны. Суд также учел, что 12-летняя общая дочь хорошо успевает в школе, помогает бабушке в уходе за матерью и младшим сыном. Из представленных характеристик из школы каких-либо замечаний или нареканий в адрес успеваемости и поведения в отношении девочки никогда не предъявлялось. Кроме того, вы не отрицали того обстоятельства, что ваша работа носит вахтовый способ, и, следовательно, на протяжении определенного периода времени вы не будете проживать в вашем месте жительства, даже с учетом того, что вы не будете там ночевать. С учетом всех изложенных обстоятельств, суд не находит оснований для изменения места жительства детей с места жительства матери по месту жительства отца. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Что, рада, да? Рада. Рада. Я рада, добьюсь что так своего. получилось. Решение суда. В иске отказать. Буду пытаться вернуть расположение детей, чтобы они сами захотели от этой больной матери уйти ко мне. Я рада, что дети останутся в семье. Что может быть лучше на свете, чем материнская любовь? Истец требует возмещения расходов на психолога. Ответчик утверждает, что учебная программа была слишком сложной для ребенка. Истец, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Я хочу возместить с данного учреждения образовательного 76 тысяч – это услуги для психолога, которые мы оплатили с моим ребенком, и 100 тысяч – это моральный ущерб за то, что мой сын потерпел травлю, давление и в итоге получил нервный срыв в тот период, когда он обучался в данном учреждении. Сейчас мы, конечно, его оттуда забрали. Дело в том, что мы другая национальность у нас, мы узбеки. Вот. И как бы здесь на национальной почве произошел конфликт, и это было неоднократно. То есть фырканье со стороны людей начались уже на первом звонке на линейке. И в основном вот давление происходило как раз-таки со стороны родителей, учебного состава. Конечно, директор это все прикрывал. Гуфаджановна, не нужно придумывать того, чего не было. Можно я сперва договорю свою точку зрения? Я просто так ничего не буду говорить. Я не считаю, что мой ребенок заслуживает такого отношения, потому что неоднократно уже вставал вопрос, что вы нам не ровня, вы никогда не будете нами. Мы там, вот серьезно, мы себя считаем там чужаками. Я ребенка успокаивала первый год, говорила: сынок, потерпи, все будет хорошо. Но когда его начали называть сыном кухарки, ну, извините, ну кто будет? Какая мать это потерпит? Я не буду это терпеть. Откуда вы взяли такие слова? Это какой-то бред. Ваша честь, я не имею такой информации. Пожалуйста, а сейчас уже ребенок не посетил? Мы его забрали оттуда. А учился хорошо мальчик в этой У школе? него удовлетворительное обучение, он приносит 4, 5 и 3. Ну, в общем, в среднем он учится хорошо. Не скажу, что... Еще дело в том, что... Мамочка, лукавите. Дело в том, что руководитель данного учреждения позиционирует себя как школу гениев. И еще неоднократно было давление на ребенка, что здесь ему не место, потому что здесь учатся только гениальные дети, посмотрите.
А хотя мы платим столько же денег, как и другие родители. Посмотрите, она сама ребенка в это состояние вогнала. Почему? Потому что неоднократно мы разговаривали с мамочкой, встречались, говорили, что ребеночку сложно. Она лукавит по поводу оценок. Ребенок получает далеко не удовлетворительные отметки. Да, действительно, ребенок учился у нас почти 1,5 года. Ребенок сложный, ребенок неуравномешанный. Ребенок не выходит на контакт с детьми не потому, что дети не хотят с ним общаться, дети его боятся. Потому что он другой национальности. И мы встречались. Вот это вот по поводу национального конфликта я вообще не имею такой информации. Мы никогда не говорили мамочке о том, что у нас есть какие-то разные отношения к детям разных национальностей. Ко мне никто не приходил по поводу того, что именно сказать, что это кухаркин ребенок. Я не слышала такого ни от одной мамочки. А какой уровень оценок, можете мне сказать? У ребенка 2, 3, и это не заниженные отметки. У нас действительно элитная частная школа. У нас школа с завышенной программой, со сложной программой. Не каждый ребеночек может эту программу выдержать. Мы много раз мамочке предлагали перевести в другую школу. Она делала акцент на то, что она живет в этом поселке. Но буквально через забор находится обычная школа, в которой идет нормальная наша среднестатистическая программа, которую ее ребенок нормально примет. Подождите, а в чем ваша программа-то так отличается? Можете мне сказать? Это изначально программа усложненная. Там детки гении, там детки, которые намного более высокого уровня по логике, по знаниям разнопредметным. И, к сожалению, Бахтияр не тянет эту программу. Ребенок неоднократно, когда мы встречались с мамочкой... Прежде чем поступить в вашу школу, мы проходили тестирование. Мы проходили тестирование начального уровня ребенка, что ребенок подходит к образовательному формату. Во второй класс. Ребенок, когда пошел, он не показал того уровня, который дал на тестировании. Мы маме неоднократно предлагали. Даже сам Бахтияр говорил: мамочка, мне тяжело, я не могу учиться в этой школе. Мама не слышит, у мамы амбициозность. Вся проблема именно в амбициях мамы. Она, видите ли, хочет, чтобы ребенок был именно в этой школе. Она не смотрит на состояние здоровья собственного сына. Детки у нас просто уже боятся ребенка. Ребенок неадекватно себя ведет на переменах. Ребенок неадекватно себя ведет. Хорошо, а как вы объясните это видео, которое сейчас хочу представить уважаемой судье? У меня есть в телефоне видео. Это классный руководитель моего ребенка, который... Первый раз слышу про видео, ваша который честь. просто выражается нецензурой и начинает кричать на моего ребенка, что он закрывается учебниками. То, что говорит... А почему вы не пришли с этим видео ко мне? А вы не хотите объяснить, что это говорит такое? А как я могу объяснить то, что я не видела? Естественно. А что говорит классный руководитель? Она говорит, что здесь... Ты, обезьяна, собери свои руки, встань в угол, чтобы я эту физиономию не видела. Вы можете послушать, я могу вам передать. Ну, дайте пока ответчику послушать, давайте. Будете знать вообще, как ваши педагоги обращаются с детьми. Конечно, в ваших интересах сейчас прикрыть. Ты ничего не можешь написать. Такие дети, как ты, вообще не способны к обучению. Ты позоришь всю нашу школу. Понимаете? Как я должна реагировать на это? Я просто, честно говоря, это кошмар. Я согласна, но первый раз вижу, учителю будет поставлено это на вид, будет взыскание. Но это единичный частный случай, потому что если бы это было часто, я бы, наверное, знала об этих случаях. Слушайте, вы считаете, что даже такой единичный частный случай допустим? Но почему вы не пришли ко мне с этим видео? Я к вам неоднократно приходила. С видео вы приходили? Владимира Петровна, я к вам неоднократно приходила. Вы просто меня разворачивали, вы говорите... Никогда вы мне говорили, я вас не разворачивала. Уходите отсюда, вам здесь не место, вам жизни здесь не дадут. Вы мне такие претензии предъявляете? Никогда с вами так не разговаривали. Что, я должна была каждый разговор записывать на видео? Конечно, для того, чтобы просто голословно это не было. Я просто не думаю, что вы опуститесь до такого, Будьте добры, пожалуйста. А вот это оскорбление, я ни до чего не опускалась. Вы хотите сказать, ответчик, что это единичный случай? Ничего подобного. И никогда я не слышала о таких ситуациях. Если бы я слышала, то, наверное, и другие бы родители уже говорили об этом. А вы вообще в школе тогда бываете, если вы не знаете, что происходит в ваших классах? Как вы тогда ко мне приходили, если я в школу не бываю? Ну а о чем вы говорите? О каком единичном случае вы говорите сейчас? Покажите тогда еще несколько видео, если я вам покажу это видео, его достаточно. Подождите, естественно, а зачем еще нужно несколько видео? Нет, но она говорит, что это не единичный случай. Как бы я понимаю, если бы это было сказано... Вы считаете, что вам единичного случая недостаточно? Если бы он был предоставлен мне, то да, я, наверное, бы сразу предприняла какие-то меры. Но я об этом даже не знала. Кого набрали? Педагог был бы выведен на общее собрание. Выяснилась бы причина, почему это такое непедагогичное поведение педагога. Я согласна, педагог не имеет права на такое поведение. Элитная школа с высокими требованиями к уровню. У нас ни один педагог с такими вариантами поведения не был замечен. Данный педагог получит взыскание, есть вам нужно, чтобы вы еще прибили ребенка, и вы приняли какие-то меры, да, по-вашему? Да, если бы вы подошли, меры были бы приняты. Да, я к вам больше не хочу даже подходить за километр, понимаете? Так, я просто хочу, чтобы вы мне выплатили, и мы расходимся.
Суду понятна позиция сторон, суд удаляет для принятия решения. Спасибо. Прошу всех встать. Далее в программе. Это то, что должен иметь любой нормальный стриптизер в своем арсенале, понимаете? И вот это вот стоит 3000 рублей. Вот это вот стоит 8000 рублей. После развода женщина стала получать треть зарплаты мужа в качестве алиментов на 2 детей. Недавно она узнала, что бывший супруг танцует стриптиз и имеет большой дополнительный доход, который от нее скрывает. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, рассмотрев видеозапись, предоставленную истцу в качестве информации по делу, иск о возмещении материального и морального вреда в связи с причинением вреда здоровью малолетнего ребенка, суд удовлетворяет и взыскивает с общеобразовательного учреждения в пользу истицы расходы на лечение сына в размере 76 тысяч рублей и взыскивает с образовательного учреждения в пользу истицы в счет возмещения морального вреда 100 тысяч рублей. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. Образовательная организация обязана создать безопасные условия обучения, присмотра за обучающимися. Она также несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Обучающиеся имеют право на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану и жизни и здоровья. В данном случае малолетний сын истицы подвергался психическому насилию со стороны преподавателей школы. Ребенка унижали по национальному признаку и социальной принадлежности, что привело к нервному срыву у мальчика, который в настоящее время проходит курс лечения. Это подтверждается медицинскими документами. Таким образом, суд приходит к выводу, что здоровью ребенка был причинен вред, который обязано возместить общеобразовательное учреждение. Суд также считает необходимым после ознакомления с записью, которая была предоставлена истицей, передать в правоохранительные органы материалы по делу, которые касаются рассмотрения вопроса правоохранительными органами, необходимости или отсутствия необходимости возбуждения уголовного дела по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Поэтому суд частным определением отправляет эти материалы дела в правоохранительные органы. Также суд считает необходимым вынести в адрес Департамента образования частное определение, в котором суд укажет на необходимость принятия срочных мер в связи с происходящим в данном общеобразовательном учреждении. Поэтому ждите, пожалуйста, проверку. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что суд удовлетворил мой иск, и это будет уроком для других родителей, чтобы они никогда больше не разжигали конфликт на национальной почве. Но вы знаете, я очень счастлива, что теперь кухаркиных детей и людей другой национальности не будет в моей школе. И родители, которые приводят уже не первое поколение детей к нам в школу учиться, они будут тоже очень рады, и они удовлетворены, и больше не будет конфликтов. Истец требует изменить размер алиментов с долевого на твердую денежную сумму. Ответчик иск не признает. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Здравствуйте, Ваша честь. Да, я действительно хотела бы из долевой суммы перейти на твердую валюту 58 333 рубля по причине того, что у моего мужа не те доходы, которые он заявляет государству. Можно я вам расскажу все сначала? Вот этот размер алиментов, который вы просите установить в твердой денежной сумме, 58 тысяч я понимаю, но там вот это 333 рубля, это на двоих детей? Да, это на двоих детей, Ваша честь. Я вам сейчас все по полочкам да, разложу.
Мы с моим мужем развелись 1,5 года назад. В браке мы прожили более 8 лет. У нас 2 деток. Анечка и Лешенька, 5 и 7 лет. Я сама работаю учителем пения в школе. Но иногда еще вокальные уроки преподаю на дому. Зарплата у меня мизерная. Одеваюсь сама в тряпье, простите, пожалуйста. Все в зашитое, сапоги вообще каши просят, косметика самая дешевая, ну ладно. Черт со мной, я на себе уже давно крест поставила. Но наши дети, они не доедают, одевают одежду, ту, которую приносят добрые люди. Ну, что ты наговариваешь-то? Ответчик. Да подожди, пожалуйста. Так вот, Ваша честь, мой муж говорит закону, задекларированных доходов у него 25 тысяч рублей. В месяц? В месяц. И он платит нам на 2 детей 8350 рублей в месяц. Но это неправда, потому что помимо хореографа Боря работает стриптизером в ночном клубе. И там он зарабатывает в районе 150 тысяч рублей. Это по самому минимуму. Я вам сейчас... миллиона. Подожди, пожалуйста. Я вам сейчас расскажу. Я все это вычислила благодаря прайсу услуг, которых у меня даже фотографии есть. Я увидела на сайте стрип-клуба, в котором он работает. Так вот, он танцует танцы. Самый дешевый танец, на сайте написано, стоит 5000 рублей. Но помимо этого, у него есть еще приватные танцы, которые стоят 10 тысяч и 15 тысяч рублей. А еще он ездит на заказы к женщинам на дом. И там я вообще не знаю, за какие он суммы танцует, потому что там чаевые и так далее и тому подобное. Если он даже танцует 1 танец в день за 5000, то на 30 дней... а на сайте написано, что он работает без выходных круглосуточно, то минимум это будет 150 тысяч рублей за стрип-клуб и 25 тысяч рублей за хореографа. Так вот, поэтому... Мне распечаточки дайте, пожалуйста. Да, конечно. Оставайтесь на месте. Простите, пожалуйста, я просто очень переживаю. Ваша честь, я еще забыла вам сказать, что у нас у Анечки проблемы со зрением. И с каждым годом зрение все ухудшается и ухудшается, и скоро нужно будет делать операцию. А он даже не хочет в это вникать. Так, ответчик, Да. Скажите, пожалуйста, распечатки сайтов, которые представила истец, они соответствуют действительности? Это ваши услуги здесь рекламируются? Да, ваши? абсолютно, да. Работа в этой организации у вас... Вы в официальных трудовых отношениях состоите? У вас заключен трудовой контракт? Да. То есть в данном случае у вас есть основное место работы, а это работа по совместительству? Ну, дополнительно там на полставки. Нет, ну я и говорю, Да. там, с юридической точки зрения называется Там по всё, да, всё совместительству. чисто. И в этом трудовом контракте у вас оплата предусмотрена, это твердая тарифная ставка, то есть это ежемесячная оплата или это сдельная система? Я скажу, там ежемесячная оплата установлена, но, к сожалению, сейчас не самые лучшие времена в клубе, и если бывает так, что денег совсем мало выходит, то лучше тогда как-то там юридически подрабатывать, чтобы это было сдельно. В общем, и так это возможно. А скажите, пожалуйста, вот эти выплачиваемые алименты в размере 8 тысяч рублей, это по зарплате по вашему основному Основное место работы, да. Я работаю хореографом в А ДК. скажите, пожалуйста, у нас дело в том, что у нас расчет алиментов происходит по доходу. То есть у нас в доход включается все то, что подлежит налогообложению. Поэтому у вас, если вы работаете по официальному трудовому контракту и вам начисляют соответствующую заработную плату, то ваш работодатель должен уплачивать налоги. Уплачивает. А тогда почему вы не начисляете алименты с этой части своего дохода? Если бы я юридически правильно оформил эти документы, она бы получала 30% с той заработной платы, которая равняется примерно 8 тысяч Да рублей. не она, это были дети бы, твои! это были бы сущие копейки. Я объясняю, как я мыслил. Если вот эти деньги, которые я получаю в клубе, я их трачу на свое развитие. Я работаю в стриптиз-индустрии. И то, что я преподаю в ДК, это абсолютно никак не соответствует тому, что я должен показывать в стриптизе. Я на сцене. надеюсь, что не соответствует. Абсолютно не соответствует. И вот эти танцы, они требуют определенного подхода, они требуют обучения. Я посещаю мастер-классы. Кроме того, нужно быть в хорошей физической форме. Я посещаю спортзал. Нужно делать хорошую именно рекламу. в себя вкладываешь, я а не надо вкладываю в в себя. детей. Объясню для чего. Для того, чтобы заработать больше и больше отправить детям. Понятно, вот так. для чего я И это сколько делаю. у вас уже это стремление больше заработать, больше отправить денег? Сколько по времени продолжается? 3 года. 3 года, понятно, да. И когда, наконец, это произойдет? Оно происходит. Происходит. Да. В каком месте оно происходит? 8350 Истец. рублей. Простите, пожалуйста.
Но давайте так, у меня есть все чеки, помимо этих 8350, на праздники, на Новый год, на день рождения, по возможности, когда у меня есть деньги, я присылаю детям. Вы поймите, что я не забираю эти деньги себе, не трачу, не прогуливаю их. Я их вкладываю в бизнес в свой, который развиваю. И хочу, чтобы этот бизнес приносил деньги, и с этого бизнеса я бы уже платил деньги детям. И сколько примерно вы на Новый год присылаете детям? Вот я прислал по 3000 рублей. Сколько? По 3000 рублей. Ваша честь. Плюс к 8. Ну да, на Новый год. Угу. А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, на 8 тысяч рублей можно как-то там воспитывать детей? Ну так, с вашей точки зрения. Можно. Вы считаете, что можно? Ну, мы же жили. Хорошо, ответчик. Истцом заявлена твердая денежная сумма 58 333 рубля на двоих детей. Вы в судебном заседании поясняете, что доход, который вы там получаете, он не носит такой ярко выраженный стабильный характер. То есть говорить о том, что вы в месяц зарабатываете какую-то определенную, конкретную сумму денег, вы не можете. Не могу. Не можете. Да, не могу. То есть в данном случае ваша работа по совместительству носит нестабильный характер. Да. Нестабильный характер. А скажите, пожалуйста, вот с этим размером алиментов вы согласны? Нет. Почему? Ну, потому что у меня нету таких сумм. У вас нет суммы. Я сказал, что максимум, что мне полагается от клуба, это 8, но 15 тысяч это 15 самый тысяч. максимум. А почему 58 333 рубля? Скажите. Если один танец в день за 30 дней в месяц, то это минимум 150 тысяч, потому что один танец по прайсу услуг стоит 5 тысяч, самый дешевый. Это не приватный танец, который он там трется об женщин в своих стрингах, слониках. Пожалуйста, ну Простите. естественно. Так вот, и плюс 25 тысяч официальные, которые вы видите и все видят по закону, из ДК. То есть получается 175 тысяч в месяц. И? Как Делим на треть, на двоих детей по закону полагается треть, то это получается ровно 58 433 рубля. Я все вычисляла. Да, так, дайте мне ваш расчет Да. и ваши квиточки, пожалуйста, через судебного пристава. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. И я тоже. Я бы очень хотел сказать, что я против того, что мы развелись. И это было желание Веры, и я за то, Простите, чтобы дети ответчик. жили в семье. Это- Подождите, давайте я скажу Нет, так. нет, нет. Я очень хочу Нет, сказать, что суд это... давайте мы будем с вами об элементах говорить, а не о чувствах. Хорошо? Вы что-то хотели Ваша сказать? честь, я хотела еще, у меня есть одно доказательство. У меня есть аудиозапись. Когда мы с ним развелись, я подружилась с Танькой, и мы решили провести следственный эксперимент. Она заказала его на дом, как стриптизера. И вот аудиозапись того, что он ей рассказывал, чтобы точно подтвердить уже. Ну расскажи, а у тебя много заказчиков? О, вообще, последнее время прям очень много. Прям вот, знаешь, иногда даже настолько устаешь, что приходишь домой спать. Кстати, я не прям, знаю, ну, чей это очень голос. много Голос ли это ответчика? Ну, это мой голос. Ну, не надо так, в таком упрощенном варианте подходить к доказательствам. Пожалуйста. Ну, вы не отрицаете. Давай-ка мы... Что я должна понять-то из потанцуем, этого? Потому что у меня после тебя Ну, есть скажите заказы. мне. Ваша честь, Мне надо еще много Что я должна что понять? он тут рассказывает на этой аудиозаписи, что у него от клиенток отбоя нет. Ну. Поэтому то, что я вычислила, это вообще самые Ну, копейки хорошо, из того, что он ответчик зарабатывает. говорит, ну, может быть, он с точки зрения рекламы это рассказывает. Это так и было. Это так и было. Абсолютно. Это было с точки зрения рекламы. Вы поймите, что у меня нету денег, Господи, о которых она какая ты говорит. Да свинья, нет у меня денег. Вы поймите, что я и не зарабатываю столько. И потом я трачу на себя очень много. Одни костюмы сколько стоят. Ну вот вы посмотрите. Вот эти вот костюмы, вот это то, что должен иметь любой нормальный стриптизер в своем арсенале. Понимаете? И вот это вот стоит 3000 рублей. Вот этим это вот человеком я стоит прожила 8000 8 рублей. лет. И где? Да у меня никаких Господи, денег не да как хватает. тебе не стыдно И вот если это всё ты показывать действительно говоришь, что здесь? тебе не на что жить, вот, на, возьми, продай костюмы, купи... Вот убери свои Ой, костюмы, перестаньте, прекрати. ну, пожалуйста, да. Они Ой, же да, воняют женщинами. Ты трешься этим слоником, а баб еще хоть... Истец, пожалуйста, Простите. давайте без этих подробностей, хорошо? Ответчик. Ну, Да. Что вы цирк-то здесь устраиваете, скажите мне. А какой пожалуйста. цирк-то я устраиваю? Ну, во-первых, откуда я знаю, сколько ваши костюмы стоят? Ну, возьмите и проверьте. Мне зачем врать-то? Мне терять нечего. Скажите, пожалуйста, а мне больше, как вы считаете, заниматься нечем? А вы мне скажите, мне больше нечем, что ли, заниматься, кроме как обманывать своих детей? Я, по-вашему, обманываю своих Нет, детей? ответчик, я поэтому и говорю, что я рассматриваю исключительно вопрос о том, что были установлены алименты в долевом размере. Каких-либо аргументов весомых, с вашей точки зрения, других расчетов, которые вы должны были бы представить, например, суду, вы
вы все что угодно мне показали. Там костюмы, клиентки, там, сколько Слушайте, вы тратите те деньги, на себя. которые я зарабатываю, это будет плюс 500 рублей к той сумме, которую я плачу. поняла. Ни о каких 58 суммах Всё, не может поняла. быть речи. Ответчик, суд понял вашу позицию. Ваша да? честь, простите, у меня есть еще справка о моем заработке. 25 Нет, тысяч а рублей. меня не интересует ваша справка. Мы сейчас говорим о размере алиментов не на ваше содержание, а на содержание детей. А суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. В следующей программе. В общем, у нас в классе есть один парень. У него батя сын замначальника по районной полиции. В общем, мы перед той самой дискотекой с ним подрались. Он расплакался и говорит: у тебя сейчас будут огромные проблемы. Банка пива после школьной дискотеки разрушила старшекласснику научную карьеру. Удастся ли ему отмотать все назад? Постановление всего лишь ограничивает право совершать какие-то действия со своей недвижимостью Виктору Андреевичу. Ну, это тоже он ограничивает, понимаете? Муж в бегах, а за его долги должна расплачиваться семья. Приставы уже наложили арест на квартиру. Удастся ли женщине отстоять право сына на крышу над головой, узнаем в суде. Если они действительно завяжут со всеми этими тусовками, наркотиками, алкоголем и всем остальным, тогда я разрешу их видеться и, возможно, даже отдам ребенка. Почему бабушка и дедушка боятся отдавать ребенка маме и папе, освободившимся из тюрьмы? Выглядят родители вполне благополучно. Сына любят. Тайна откроется в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, иск об изменении размера алиментов удовлетворяет и выносит решение об изменении размера алиментов. Суд взыскивает с ответчика в пользу истца алименты на содержание каждого ребенка в твердой денежной сумме, равной двухкратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка ежемесячно до достижения каждому из детей совершеннолетия. Суд удовлетворяет иск матери ребенка, изменяет установленный ради размера алиментов с долевого на твердую денежную сумму, потому что у ответчика невысокая заработная плата по основному месту работы, и вследствие этого взыскание алиментов в долевом отношении к заработку существенно нарушает интересы несовершеннолетних детей. Уплачиваемый ответчиком алиментов на содержание детей ниже установленного законом прожиточного минимума даже для одного ребенка. Это является существенным нарушением интересов детей. В случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку существенно нарушает интересы одной из сторон, закон предусматривает взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Поэтому суд удовлетворяет заявленные исковые требования и меняет размер алиментов с долевого на твердую денежную сумму. При принятии данного решения и установлении размера алиментов суд учел, что отец детей трудоспособен. Помимо заработной платы преподавателя по основному месту работы, он еще имеет работу официальную по совместительству. И кроме того, ответчик не отрицал в данном судебном заседании, что имеет дополнительные доходы от выступлений в качестве стриптизера. В данной ситуации ответчик не предоставил каких-либо иных контррасчетов в отношении расчетов, представленных истцом. Если бы ответчик представил иные контррасчеты, либо смог доказать в суде, что расчеты истца не соответствуют действительности, суд исходил бы из других обстоятельств при установлении размеров алиментов в твердом выражении. Суд устанавливает для каждого ребенка алименты в твердой денежной сумме в двухкратном размере по отношению к прожиточному минимуму для ребенка и считает, что именно этот размер алиментов способен обеспечить каждому ребенку качественный уровень жизни. В настоящее время в Москве прожиточный минимум для ребенка составляет 13 938 рублей. Двухкратный размер, я думаю, что вы способны умножить. Двухкратный на каждого? Двухкратный на каждого. Спасибо, Ваша честь.
простите, если вам это интересно, вы можете заглянуть и посмотреть. Суд разъясняет отцу ребенка, что в случае несвоевременной уплаты алиментов без уважительных причин в течение 2 или более месяцев с момента возбуждения исполнительного производства вы можете быть привлечены к административной ответственности. При злостном уклонении от уплаты алиментов, если такие обстоятельства будут установлены, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с правилами части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответчик, истец, подготовилась. Она добыла те доказательства, которые посчитала необходимым. Она представила соответствующую распечатку сайта. Вы не отрицали, что там конкретно рекламируются ваши услуги. Там представлен соответствующий прайс. Вы не отрицали, что он соответствует действительности. Поэтому истец посчитала, она представила свои расчеты. Вы своих расчетов не представили. Ваша честь, у меня вопрос к вам. Еще раз, ответчик, вы своих расчетов не представили. То есть если ваше утверждение, что вам необходимо приобрести костюм, пожалуйста, на стол чеки, сколько и когда вы приобретали этих костюмов. Если вы утверждаете, что вам необходимо заниматься там определенной физической подготовкой, чеки на стол, сколько денег вы тратите на свою физическую подготовку. Если вы проходите мастер-классы, пожалуйста, договор, чеки на стол, сколько вы потратили. Поскольку то, что вы ссылаетесь на расходы, которые вы несете по реализации вашей профессии, они остались только словами. Вы ни одного документального подтверждения этих расходов в данное судебное заседание не представили. Ваша честь, поэтому ваш вердикт вынесен на догадках. У вас нету никакого Суд огласил свое решение. Спасибо большое, Ваша честь. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Главное, что размер алиментов теперь будет увеличен. Я больше смогу тратить денег на Лешу и Аню. Но а Боре должно быть стыдно, что он экономит на собственных детях и тратит все на трусы и костюмы. Я не знаю, чем руководствовался суд, когда выносил такое решение, потому что я не представляю, где я найду те деньги, которые мне назначили платить. И я не буду подавать апелляцию, я буду стараться помириться с Верой, чтобы жить в семье и никаких алиментов не платить, а жить в семье. Ваш ребенок за лето стал выше на голову. Выскочили откуда-то полицейские, начали требовать у нас документы. Не спешите считать его взрослым. Зачем тебе эта квартира? Ты скоро умрешь, а у меня ребенок. Я буду жить, даже не думай об этом. Не заставляйте детей решать взрослые проблемы. Я видел, как сын ответчика лапает девочку. А она сказала, что она проиграла себя в карты. Судья Елена Дмитриева знает, как защитить детей от беды. Я вас привлеку к уголовной ответственности за клевету. Непонятно? Битва за будущее.